Сегодня мы с вами идем на закупку продуктов в Турции. Буду показывать вам все цены в режиме реального времени, чтобы вы понимали, во сколько обходится стандартный поход за продуктами в Стамбуле в 2026 году. Холодильник у нас дома абсолютно пустой, поэтому закупка обещает быть глобальной. Покажу, что именно мы берем в магазине Филе и сколько это сейчас стоит в Турции. Сеть супермаркетов Филе – это мой любимый магазин для закупки, потому что именно здесь я чаще всего нахожу все необходимое и по адекватным ценам. Посмотрим, сколько сейчас стоят продукты в Турции и на какую сумму нам удастся закупиться, чтобы снова заполнить холодильник. Многие спрашивают, как я умудряюсь не тратить лишнего. Секрет прост. В каждом турецком магазине есть своя стратегия. Например, в Филе всегда нужно смотреть на этикетки собственных марок. У них есть марка Харас. По качеству они часто ничем не уступают раскрученным брендам, а цена, сами сейчас увидите, иногда в 2 раза дешевле. Мы пришли вечером, поэтому овощи уже разобрали. Вообще Филе мне нравится своим порядком. Вот честно, есть магазины, где ты чувствуешь себя как на складе, а здесь всегда очень чисто. Пока я иду по рядам, напишите в комментариях, какой супермаркет в Турции ваш любимый и почему. Где, на ваш взгляд, сейчас самые адекватные цены? Я обязательно почитаю и, может, в следующий раз загляну именно туда, куда вы посоветуете. Для тех, кто следит за фигурой, советую взять вот такие вот протеиновые напитки. Это молоко. А я беру сейчас себе миндальное молоко, потому что я каждое утро пью с ним кофе. 129 лир оно стоит. Все цены в долларах я подпишу внизу. Это марка Харас. Обычное молоко я здесь беру тоже их собственной марки, потому что оно немножко дешевле, чем другое. Вот есть, например, органик, это 77 лир стоит оно. Я, наверное, возьму обычное, вот такое молоко за 50 лир. 3% жирности, тоже от их собственной марки Харас. В конце видео я вам дома покажу все наши покупки, а пока пройдемся по супермаркету и покажу вам, что здесь есть интересненького. Для тех, кто везет подарки из Турции, вот такая вот популярная халва от фирмы Коска. 164 лиры она стоит. Самая популярная, наверное, вот такая с фисташками. Она всегда подороже, 359 лир, это из-за фисташек. Все, что есть с фисташками, любая шоколадка или вот сладости какие-то, они всегда на порядок дороже. Есть еще такие маленькие версии, очень, кстати, удобно на подарки раздать, всего 32 лиры такая маленькая халва. Вот еще популярная штучка, очень полезная, это сироп рожкового дерева. 180 лир он здесь стоит от марки Ханнап. Я и не люблю такое, но люди привозят, знаю. Тахин 142 лиры, тоже марка Коска, хорошая марка. И есть еще пекмес, вот 187 лир, стоит виноградный пекмес. Очень интересно здесь бывает варенье, вот одно из них из тыквы, смотрите, какая прелесть, прям написано чатыр кабак, это значит, что такая хрустящая тыква, и с апельсином оно идет, 120 лир, я не пробовала, но может кто-то пробовал, напишите. Вот такое варенье из айвы, 82 лиры стоит оно. Так, у Харас тоже, смотрите, большой выбор. Вот, например, черничное варенье меня заинтересовало. Я чернику очень люблю. 140 лир оно стоит. Тоже, кто пробовал именно это, напишите, вкусное или нет. Есть, конечно же, у них и мед собственной марки. 310 лир. Ени написано, это значит новая, новинка какая-то. И вот такая вот органическая мармеладка из шиповника. Есть у них также своя вот такая сгущенка. Это с бананом, например. Неплохой, кстати, у нее состав, и я именно с бананом, кажется, не пробовала, но пробовала обычный вариант, простой, и он был довольно неплохой, вкусный. И вот такая вот с клубничкой еще есть, вот обычная, кстати, сгущеночка, смотрите, тоже их марки Харас, кто ищет сгущенку в Турции, но это вареный вариант, то есть это такая вареная сгущенка, вот состав, можете остановить, почитать, ничего лишнего, в принципе, в ней нет, и стоит она вот всего лишь 80 лир. Неплохая цена. Оливок здесь тоже большой выбор. Смотрите, вот такие могу посоветовать. Это на мангале такие оливки. Из Гара называются. 105 лир они стоят. Посмотрите, какая красота. Именно эти я не пробовала, но они в принципе все вкусные. Я просто не очень люблю оливки. Но вот эти, которые на мангале, они прям, мне кажется, самые, наверное, вкусные. Есть еще вот такие варианты, фаршированные перчиком. 85 лир. Это, кстати, очень удобная упаковка и хорошая цена. И вот такие обычные черные оливочки, 75 лир. У меня мама всегда берет такие упаковочки. Кому-то тоже на подарок раздать удобно. И вот такие баночки тоже пластиковые, очень популярные. 184, 365 лир от фирмы Мармара Берлик.
Мне кажется, это самый популярный вариант. Ну, Харас, вот смотрю, сделал в стекле оливки. Не очень удобно их, конечно, везти. Ну, домой, если кому-то надо, то можете взять. Мы здесь покупаем оливки, кстати, на развес. Тоже есть такой вариант. Ну, видите, здесь и черные, 110 лир, 180 лир. Короче, выбор очень большой. У меня, как я говорила, ничего дома нет, поэтому возьму сейчас, наверное, курочку какую-то. Наверное, возьму такую куриную перзолу. Это мясо на кости. 245 лир за килограмм стоит. Вот такую вот курочку. Хотела еще индюшку, но что-то индюшка у них закончилась. Не нашла я. Поэтому возьму, наверное, такой вариант. Может, заморожу половину, короче, придумаю. Я обожаю здесь отдел заморозки. Это просто что-то невероятное. У них столько здесь всяких вкусняшек интересных. Ну, вот, например, такие сырные палочки. Классный вариант. Стоят они 180 лир. Ну, это такой вариант перекуса, да, для тех, кто куда-то спешит. Я смотрю, есть какая-то вот такая биф-новинка. По-моему, мы с мужем видели где-то в соцсетях рекламу этого чуда. 350 лир. Это в тесте мясо такое очень вкусное. Говядина, я так думаю. Есть вот еще даже рамен, как правильно сказать, куриный рамен. Не знаю, не пробовала. Какая-то вообще штучка новая. 275 лир он стоит. У них здесь есть собственный отдел мяса, то есть здесь большой выбор, здесь вам сделают и фарш, и какие хочешь кусочки, но я смотрю, что у них все закончилось, поэтому будем брать из того, что осталось. Вот кусочки говядины, 990 лир, 940, ну, короче говоря, 1000 лир округлить. Вот еще какой-то красивый кусочек мяса, смотрите, какая красота, не знаю, сколько стоит, ну, явно дороже, чем фарш. Ну, мы обычно берем здесь либо мясо вот такое мелко нарезанное, сейчас возьмем, наверное, либо его здесь могут при вас перекрутить в фарш. Здесь у нас заморозки котлетки разные, есть вот на гамбургеры, например, котлеты. Интересно, сколько стоит, сейчас я смотрю, в ценниках можно потеряться. Вот, 375 лир стоят такие котлетки. Это тоже их собственная марка Харас. Есть еще котлетки Касап Кёфте, 575 лир. Там больше по граммажу, поэтому дороже, я так думаю. Текирда Кёфте. Это очень популярные такие котлетки в форме, ну, такой придолговатой формы, но это уже другая марка. И еще я очень люблю брать здесь бульон. У них есть и вот своя марка бульона, есть другой. Своя марка стоит 110 лир и 155 стоит другая марка. Видите, какая разница в цене большая. Очень люблю эти бульоны добавлять везде в любые блюда. Большой отдел заморозки и морепродуктов здесь, даже вот суши есть. Но я всегда здесь беру красную рыбку, там она затесалась в уголочке, не знаю, может заканчиваться или что, обычно ее больше. Сейчас покрасивее выберу себе такую рыбку красную, ну, на бутерброды с утра я люблю ее покушать. Кстати, у них она в заморозке почему-то продается, но обычно в магазине просто в холодильнике. Так, стоит она 245 лир и 250 крабовые палочки. Есть еще суши. Суши стоят 400 лир, но я не пробовала. Мне кажется, суши в заморозке это как-то не очень. Креветки, мидии по 400 лир. Вот тоже есть разные. Так, рыбка здесь еще, смотрите. Разная. Так, смотрю просто цены, что на что непонятно. Вот, смотрите, еще рыбка продается. Норвежский лосось, такие кусочки прям хорошие. Так, лосось по 575 лир. Есть еще чупра, это дорадо по 400 лир. Округлим. Вот такие вот цены. Очень много у них прикольных сладостей, кстати, вот мочи 135 лир. Я прям оригинальные не пробовала, поэтому не знаю, какие они должны быть, и можно ли их вообще вот так в заморозке продавать. Есть еще какой-то чизкейк, что ли? Почему он? Вот эти, да, моти. Вот эти чизкейки какие-то новенькие, я не знаю, что это. Мороженое, может, или что, 220 лир. Они по скидке сейчас. Тирамису и там чизкейк. Ну, похоже на мороженое. Есть еще какие-то такие макаруны с мороженым. Прикольно, кстати. Так, какая у них цена? Не найду, не знаю. Есть еще такие тортики по скидке. Домики такие. Смотрите, муж нашел вот такой вот набор. Это с лососем, такие на палочках, на шпажках наборы для мангала. Там лук, овощи и лосось. 370 лир стоит. Надо будет в следующий раз попробовать, когда мы пойдем
делать мангал. Наверное, возьму себе такую штучку. Интересно. Так, вот это мороженое очень вкусное в апельсине, в кокосе. Оно раньше еще было в тыкве. Такой маленькой мини-тыкве, 270 лир. Сейчас оно стоит, вот это кокосовое. Очень мы его любим, но сейчас не будем брать. Я тут увидела дюнер, вспомнила, что дома есть лаваш. И вот, наверное, возьму. 220 лир. Это как бы полуфабрикат. Его нужно обжарить на сковородке. И потом, в принципе, можно делать из него шаурму такую домашнюю. Это мясная, есть такая еще куриная. Ну, я возьму. Так, вот, смотрите, муж взял мясо, не показала вам, что мы взяли. Вот такой вот 336 лир кусочками мяска. И вот этот вот 1030 лир. Это, наверное, да, за 5 кусков, просто упаковали раздельно. 5 кусков, 1000 лир стоит вот такое вот мясо. Это пойдет у меня часть в заморозку, часть приготовлю, наверное. Так думаю. Здесь муж рассказывает, как он выбирает пастрыму. Это такое вяленое мяско. Говорит, смотрите на упаковке сзади и выбирайте кусочки, где поменьше жира. Тогда она более такая мясная получается. Ему понравилась вот такая, без жира. Эта пастрыма тоже их собственной марки. Харас. Стоит она 385 лир. Мы ее берем всегда. В принципе, она вкусная. Не жалуемся. Тут есть и колбаски, и какие-то сосисочки. Так, что еще могу посоветовать вам? Это вот такую вот колбасу копченую, да, копченую колбаску. Она есть еще в маленьком варианте, но сейчас тут ее нет. Она очень такая похожа на нашу, как бы к нам она ближе всего, потому что турецкие колбасы не очень вкусные. Из сосисок могу посоветовать вот эти вот банвит сосиски, 102 лиры они стоят сейчас. Подорожали, по-моему, опять или нет, не знаю. Ну, это тоже такой самый привычный нам вариант, но они все копченые, поэтому таких прям супер-супер наших мясных изделий колбасных вы здесь не найдете. У них тут еще большой выбор закусок, например, хумус вот есть. Есть такой еще интересненький с баклажанами на мангале хумус. Тоже это все их собственная марка Харас. Муж нашел вот такой вот сарму из виноградных листьев. Кстати, не видела ее раньше здесь. Она с вишней, вишняли написано. Интересно. Он хочет взять попробовать. Я вообще сарму не готовлю, не очень ее люблю. Свекровь только у меня вкусно делает сарму. Вот ее сарму я ем, люблю. А так, чтобы мне хотелось как-то ее покупать, то не очень. А вот рус салатасы, это наш оливье, только он идет с йогуртом. Тоже можно здесь купить. Очень много разных закусок. Вот перчики фаршированные. Вот такой какой-то еще. Я не знаю, даже что-то. Короче, муж тут все знает, показывает. Я мало что из этого пробовала. Ну, по 80 лир такие закусочки. А еще вам хочу показать. Здесь есть чикёфте. Это сырые котлетки в лаваше. Ну, от сырого там ничего уже не осталось. Когда-то их делали с мясом, но уже не без мяса. Идут просто с булгуром, со специями. И вот можно купить прям готовые. Всего лишь за 30 лир. Если вам надо вот так быстренько купить и перекусить по дороге, то почему бы и нет. И в заморозке еще я беру здесь в холодильнике, точнее, манты турецкие, мантышки. Они такие маленькие. Тоже собственной марки Харас. 73 лиры. Они вкусненькие, мне нравятся, и, в принципе, довольна ими уже очень много лет, наверное, вот как филе открылся, так и всегда беру у них. Так, здесь масло, что нам еще нужно? Сметану хотела вам показать, смотрите, есть здесь сметанка в филе, стоит она 80 лир, вот такая, она неплохая, в принципе, по вкусу, но в Мигросе есть президент, она повкуснее. Вот такую намазку я еще беру, 132 лиры. Очень вкусная, с чесночком. Мне нравится. Тут есть еще разные другие, но вот смотрите, какая-то новинка даже с помидорами вялеными. Не знаю, не пробовала. Есть другие, но вот именно желтая мне нравится из тех, что я пробовала. Сыр возьму еще такой, это прям сыр из моего детства, такой 174 лир стоит, с коровкой на упаковке. Я его беру всегда на бутерброды и так просто ем. И вот такой мне еще за 370 лир нравится здесь сыр от их марки. Это турецкий сыр, но он пожирнее и цвет у него отличается, и по вкусу тоже. Он немного более похож на наш, чем их остальные сыры. Еще для тех, кто держит себя в форме, протеиновый такой, ну это не йогурт, это такая
сырная масса, что ли, не знаю даже как сказать, 75 лир. Здесь большое содержание протеина и мало калорий. Я тоже, кстати, беру себе парочку, потому что сейчас пытаюсь худеть, следить за фигурой, поэтому возьму вот 20 грамм протеина на упаковочку такую. Еще у них вкусный кефир. 83,50 стоит. Такой есть с начинками разными. Но я вам хочу посоветовать вот этот взять кефир от фирмы SEK. Это хорошая фирма молочных продуктов в Турции. Стоит он 110 лир. Здесь кефир идет с ананасом и персиком. И он просто обалденный, освежающий. Очень классно. Мне кажется, вот как раз на такое жаркое время выпить такой кефирчик — это класс. Йогурт возьмем, вот обычный йогурт стоит 103, это органический, 86 лир стоит вот такой, мы берем безлактозный йогурт, и еще есть обычные по 90, ну разные, конечно, есть цены в зависимости от марки. Турецкие детки любят вот такую вот хельва, это называется кейт хельва, то есть бумажная хельва. От фирмы Коска. Здесь она стоит 25 лир всего лишь, и едят ее, бывает, мороженое между ними кладут и кушают, очень вкусно. Заморозка овощей здесь у нас с вами, тут тоже очень большой выбор, есть и перец, и шпинат, набор перцев болгарских разных, потом кукуруза. Так, что еще здесь есть? Бамья, это турецкая, даже не знаю, как будет на русском. Фасоль зеленая. Так, муж хочет взять себе, точнее нам, сок. Здесь вот так вот делают свежий выжатый апельсиновый сок. Хотя уже, в принципе, как бы не сезон апельсинов. 110 лир он стоит. Но до сих пор еще, видимо, есть вот эти апельсины сочные, маленькие такие. Это специально апельсины для сока. И здесь можно вот так вот самим себе сделать сок. Мы здесь берем, кстати, часто, в принципе, сколько бываем здесь, каждый раз берем такую бутылочку сока. Ну, это полезно и вкусно. И всегда апельсины у них вот сладкие. Я не знаю почему. Бывает, знаете, кислые такие апельсины и кислый свежевыжатый сок тоже кислый получается. А здесь нет. Вот эти маленькие апельсинки, они очень сочные и очень сладкие. Поэтому мы стараемся брать. Такая бутылочка получилась. Тут у них целый стенд приправ именно их собственной марки Харас. Я, в принципе, тоже часто здесь беру. Ну вот цены разные, конечно, в зависимости от того, какая приправа. Ну, что я беру чаще всего, это кикик. 35 лир, кажется, это тмин, да, наверное, так переводится. Потом беру красный острый перец. 52 лиры, красный сладкий перец 60 лир, и что еще я беру, кимьон беру, это стоит 75 лир, тимьян. И я еще беру здесь вот такой сушеный чесночок, это в стекле, 90 лир, тоже всегда здесь беру. Есть еще разные приправы, гималайская соль, вот видите, смеси приправ для котлет. Короче, здесь, в принципе, очень большой выбор всего-всего. Мы дошли до отдела хозтоваров, и смотрите, здесь есть такие салфетки, которые кидаете в машинку, и они как бы спасают вещи от того, чтобы они линяли. То есть как бы эта салфетка защищает вещи. 83 лиры стоят такие салфетки, здесь 10 штук в наборе. Я люблю брать вот такие салфетки, 85 лир сейчас, они по скидке, Sleepy. Это салфетки, которые чистят поверхности. В данном случае вот это вот для ванных комнат, да, от налета в основном. И есть вот такие еще для кухни, это для того, чтобы жир убирать. Они такие плотные, пенятся, и с одной стороны шершавые, а с другой стороны гладкие. Прям такая одна салфетка может почистить вам, ну, всю поверхность, которая в жиру, да, классная штука, советую. Есть еще вот такие вот порошочки для того, чтобы пробить трубы. В Турции это иногда бывает большой проблемой. 56 лир стоит одна марка и 149 лир другая. И арабское мыло, конечно же, которое обожают турчанки, они им моют поверхности. Вот оно стоит 85 лир. Ковры им моют. И вообще это как бы натуральное считается средство на основе оливкового масла. А я, наверное, возьму себе вот такое средство для мойки поверхности. Ну, я добавляю просто в ведро с водой, когда полы протираю. Оно недорого стоит, 62 лиры. Надолго его хватает. Вот такое я в прошлый раз брала. Ну, такой просто приятный запах добавляет, да.
Вот такие еще, кстати, есть от Sleepy огромные салфетки для того, чтобы на швабру надевать. 175 лир они стоят. Но я не пробовала именно эти. Большой стенд с оливковым маслом. Тоже их собственная марки. Ну, еще кроме их собственной марки есть марка Комилис. 480 лир она стоит. Вот Харас, Натурель Сизма. Это масло, которое подходит для салатов. 355 лир. То есть без термической обработки. Если с термической обработкой, то берите вот Ривьера. 295 лир, оно подешевле. Это для жарки там подходит, для приготовления каких-то блюд. Есть еще в стекле. Вот такая, например, Ривьера 175, Натурель 199. И органическое прям вот такое вот масло в красивой упаковочке 272 лиры. Но это тоже стекло. Вот такие цены. Есть еще вот такие огромные бадьи оливкового масла. Кстати, турчанки очень любят именно в таких упаковках огромных покупать. Это обычно и выгоднее, и надольше хватает. 1590 лир, 5 литров масла. Так, макарошки дома тоже закончились. Я возьму сначала вот такой вот шехрие. Ну, это вермишелька по-нашему. Добавляют ее в рис обычно, 35 лир. В рис я имею в виду по-турецки. Если готовить рис, то с вермишелькой такое она делается. Барилла, моя любимая, 50 с чем-то лир она стоит. Ну, бариллу сейчас не буду брать. Я беру обычно филис макароны. Они тоже неплохие и стоят дешевле. У Харас, кстати, тоже есть макароны, но я как-то не помню, брала я их или нет. В принципе, разница там в цене небольшая, поэтому я лучше возьму проверенную марку. Ух ты, что это такое? Смотрите, Харас сделал такие 4 соуса. Острый, это какой-то как рейндж-соус, наверное. Это сладкий чили и барбекю. Интересная такая упаковочка, красивая. Сколько стоит? Давайте посмотрим. По-моему, это новинка, я такого раньше не видела. 4 соуса за 135 лир всего лишь. Давай возьмем. Не знаю, классные. Так, макароны, возвращаемся. Вот такие стоят 45 лир. Это на яйце, да, наверное, большое содержание яиц. Я такие тоже брала. Неплохие такие, но они мягкие очень. А я сейчас возьму обычные за 35 лир. Кстати, макароны подорожали. Были по 30, по-моему, когда я вам еще месяца 2 назад, наверное, снимала. Насколько я помню, были по 30 лир макароны. И возьму вот такие вот спагетти. Тоже возьму от Филис. В принципе, хорошие это турецкие макароны, турецкая марка. Я довольна этой маркой, всегда здесь беру. Ну, что-что, а макароны в Турции реально хорошие и выбор большой. Давайте я вам еще покажу, какие еще здесь есть крупы. Вот, смотрите, например, гречка 105 лир от марки Дуру. Это самая такая популярная, она здесь уже очень много лет. И вкусненькая, наверное, возьму гречку. Давно я гречку не брала. Хотя, смотрю, есть и у Харас за 86 лир. По-моему, только вот она появилась. Мне кажется, раньше не было у них гречки. Смотрите. Вот такая гречка. Слушайте, я, наверное, возьму эту. В принципе, разница в цене сколько? 20 лир. Еще в Турции очень популярная зеленая чечевица. 67 лир она стоит. И 160 лир она от фирмы Дуру. Видите, какая разница в цене. Красная чечевица 90 лир. Это на суп идет. Что еще здесь интересно вам показать? Я, наверное, кстати, возьму, вот думаю, возьму я, наверное, чечевицу красную, потому что мне кажется, что у меня она или заканчивается, или уже закончилась. Фасоль, вот есть 82 лиры фасолька. И семена чиа тоже, наверное, возьму. 35 лир они всего лишь здесь стоят. Мне кажется, что это самая такая адекватная цена. Здесь филе. И здесь удобно, что они поштучно. Так, соусы для салатов. Вот такой гранатовый соус я всегда советую всем, кто что-то хочет привезти из Турции. Но смотрите, чтобы он был густой. 130 лир стоит от марки Харас. Вот так можно подсмотреть в баночку. Тут не очень видно, потому что банка темная, но так, в принципе, видно. 130 лир от Харас. И есть еще вот такой от другой марки, 225 лир, но это тоже вкусный. Правда, какой-то он стал жидкий. Раньше он был не такой жидкий в этой баночке, мы его раньше брали. Но разница в цене, видите, в 2 раза. Соевые соусы здесь тоже есть, 75, точнее 74 лиры от их собственной марки. Чаи.
Я вот брала когда-то такой чай. Это турецкий чай, но его можно заваривать в пакетиках. То есть на большой чайничек несколько пакетиков. 52 лиры стоит 48 таких пакетиков чая. Для тех, кто хочет попробовать, но не хочет заморачиваться с двойным чайником. Я вот увидела какой-то чаек с коллагеном. Меня он заинтересовал. Зеленый чай. И написано, что здесь коллаген содержится. 110 лир он стоит. Интересно, интересно. Есть еще какой-то зеленый с пребиотиком. Ну, вот эти вот чаи фирмы Доадан, они очень здесь популярны. Это классные чаи. Есть с ромашкой, есть для похудения. Вот форм чаи. Вот такой я когда-то тоже его часто брала и вам советовала. Так что фирма Доадан это хорошая марка, одна из классных марок турецких чаев. Кофе. Кто-то спрашивал у меня вот буквально недавно, есть ли кофе в зернах. Вот вам, пожалуйста, 385 лир. Вот такой вот стопроцентная арабика, кофе в зернах. Это для кофемашин. Здесь 385 лир стоит их собственная марка. Есть еще и другие марки. Ну, они чуть подороже. Я в этом не разбираюсь, потому что у меня кофемашина другая. Вот от Якобс, например, в 2 раза дороже, 785 лир. У меня кофемашина капсульная, и я беру для нее вот такие вот капсулы. Но сейчас брать не буду, они, во-первых, без скидки, во-вторых, у меня их очень еще много дома. Фильтр кофе, смотрите, какой-то в новой упаковке. У них раньше, кажется, была другая упаковка. Это такой один фильтр для кофе. На чашечку надеваете, кипятком заливаете, и получается такая у вас вкусняшка. 11 лир, 11,5 лир всего стоит, но я возьму, наверное, штучки вот так вот 4 где-то. Потому что тоже люблю пить. Турецкий кофе, который нужно заваривать. Тоже их собственная марка. Они буквально недавно сделали это кофе. 70 лир он стоит. И знаменитый, конечно же, Мехмед Эфенди, под который все косят. Здесь стоит 97,50. Цена на него пока что остается прежней. Ну, его в основном все возят из Турции. И в пакетиках, и в заварной в гранулах вот такой 220 от Якобс кофе. Ну и, как обычно, в пакетиках тоже большой-большой выбор. Так, здесь у нас отдел консервации. Я хочу вам тоже показать всякие вкусняшки. Например, вот тоже есть такая сарма из виноградных листьев, 95 лир. Готовая. Вот даже есть артишоки, смотрите, консервированные, 235 лир. Ну, я не пробовала, вообще артишоки не очень люблю. Фасолька такая мексиканская, 40 лир. Я ее когда-то брала в салаты добавлять, знаете, тоже такой источник протеина. И здесь небольшое количество в ней калорий. Сколько? 100 с чем-то калорий на 100 грамм. Это, в принципе, нормально. Ну, сейчас, наверное, не буду брать. Неохота как-то фасоль, не знаю. В общем, нет, не буду брать. Еще что из вкусненького, что мы часто берем. Вот такой есть перчик. Это перец такой на мангале, 92,5 лиры стоит. Очень-очень вкусный. Я всегда прям советую тем, кто не пробовал, попробуйте, вы обалдеете от вкуса. Очень вкусно. Есть еще у них вкусненькая вот такая консервация капусты. Лохана, туршусу называется, 72 лиры стоит. Но это астузлу, это малосольная, вот нормальная. Но она островатая, ну, в принципе, все равно вкусная. Наверное, возьму, что ли, не знаю, 75 лир. И огурчики корнишоны. Вот такие маленькие консервированные огурчики. Вот эти вот похожи на наши консервированные огурцы. Тоже 72 лиры. Ну и, конечно же, на турецкой кухне не обходится без салчи. Это такая томатная паста. Вот это, кстати, из сладкого перца, 104 лиры паста. А есть еще с помидор. Вот, например, 89,90. Из помидор это марка Тат. Такая очень популярная, во всех маркетах есть. А от Харас вообще они сделали скидку всего лишь 50 лир. Это, наверное, самая такая адекватная цена на томатную пасту, еще и в такой большой упаковке. Сейчас тунец по скидке 200 лир, точнее здесь акция 2 плюс 1, то есть 3 таких консервированных упаковочки за 200 лир. Но я возьму, наверное, от Харас тоже. Вот такой есть у них тунец. Это большие упаковки. Я хочу просто упаковочки поменьше. Мне тогда удобнее в салат добавлять. Вот такую, наверное, возьму. Здесь 3 маленьких таких упаковочки тунца. Поэтому, наверное, возьму, да, чтобы в салаты себе добавлять. И стоят они 108 лир. То есть в 2 раза дешевле получается. Здесь у нас заморозка сладостей. Даже есть баклава. Смотрите, с орехами. Баклава стоит 320 лир.
Есть еще другие турецкие сладости. Так, что у нас еще? Макаруны. Смотрите, какие красивые. Я, кстати, их когда-то брала, вроде как были вкусные. Но сейчас не буду сладости набирать. 185 лир стоят такие макарунчики. Здесь у них тортики. Кстати, торты у них очень вкусные. Вот эти заморозки. Здесь огромный просто выбор. 475 лир стоят тортики в основном. Ну, такая средняя цена. Вот такой вот чизкейк какой-то новый карамельный у них. Вообще здесь был очень вкусный Сан-Себастьян, но я смотрю, что сейчас его, кажется, нету. Я давно его не видела. Не знаю, почему они перестали его делать. Тирамису вот есть. Ну, прям такой, знаете, хороший выбор. И действительно торты вкусные. Просто размораживаете, и тортик готов. Есть у них и своя пекарня здесь. Но уже ничего не осталось. Утром здесь выпекают 690 лир за всякие круассанчики, за печенье 490 лир. Это цена за килограмм, естественно. Вот разные печеньки. Вот эти печенья с, по-моему, вишневой начинкой очень-очень вкусные у них. Ну, здесь, в принципе, все вкусное, потому что свежее, выпеченное. А я, наверное, возьму вот такое вот тесто для печенька, которое можно дома приготовить. Это готовое тесто, его немножко нужно разморозить, нарезать и в духовку. Это печенье как из Starbucks. Очень вкусное получается, и дочка любит у меня. Ну и я тоже, в принципе, люблю. 175 лир стоит такая упаковка печенька. Мы уже набрали тут целую тележку. Сейчас уже будем скоро на выход выходить. Прям целый магазин обошли. Хлеб, багеты тоже такие вкусные у них, но уже не утро, поэтому все разобрали. Ну, прям оторваться нельзя. Так, пицца. Давайте покажу вам лахмаджунчики. Турецкая кухня. Вот такие вот лахмаджунчики. Фындык лахмаджун стоит 190 лир. Это маленькие лахмаджунчики такие. Их можно, они полуготовые как бы. В духовку там на буквально 5 минут, насколько я помню. И, в принципе, вот такой ужин готов. Есть еще и большие варианты, вот такие. Это стандартный лахмаджун, 245 лир. Есть у них также вот пидешки маленькие, есть и обычные пиде, это как бы такая мини-пицца. Ну, мы взяли лахмаджун. Вот, видите, турецкая пиде. Тоже, если кому-то надо на завтрак или просто на перекус быстренько сделать, это очень-очень удобно и часто выручает. Здесь у нас бюреки, вот такие сигары бюреи. Так, сколько? 47 лир. И вот такие я брала с картошкой. Вот это они очень вкусные. С картошкой такие бюреки. Ну, это в слоеном тесте, в общем, такие как пироги. И что я еще здесь должна сейчас взять? Я вспомнила, как раз хорошо, что мы с вами здесь смотрим. Мне нужны наши пельмешки. Вот они лежат. Özbek мантысы. Здесь у них называются в этой марке эти пельмени. Мне нравятся они и по вкусу, и по содержанию, потому что здесь нормальное достаточное количество мяса. 215 лир. Они уже подорожали. На пути к кассе здесь у нас такая косметика. Смотрите, вот такая вот есть розовая водичка. Это спрей с розовой водой. Есть вот тоник еще. Хорошая марка. Это Rossens. 330 лир. И такая вот пенка для умывания за 300 лир. Вот это от Dermakill. Очень классная, тоже с розовой водой серия. Вот такая у меня есть умывачка. Там прямо вот лепесточки роз. Она такая нежная и мягкая. Очень мне нравится она. Хотя неожиданно. Я не ожидала от нее. 225 лир. Вот набрали мы здесь огромную тележку. Сейчас это все будем пробивать. И дома вам я покажу, конечно, что мы конкретно взяли и сколько у нас вышла такая тележка. Пока что напишите в комментариях, как вы думаете, сколько вышла вот такая большая тележка продуктов нам. Ну, закупка на неделю, можно сказать. Напишите в долларах или в лирах, неважно, как вы думаете, сколько вышло. Кажется, что вроде бы 3 пакетика, но заплатили мы, В общем, сейчас будем это все разбирать вместе с вами. Такой чек вышел за 3 пакета еды. Обалдеть. Я сейчас вам, конечно, все дома покажу, что именно мы купили. И расскажу, сколько мы на это все потратили. 3 огромных пакета. Вот у меня пакет. У мужа еще 2 таких же. Но никогда мы, по-моему, на такую большую сумму еще не покупали еды. Ну, в принципе, все нужное. Как я уже сказала, реально холодильник был пустой. Единственное, овощи, фрукты мы не покупали, потому что на базаре сегодня были и оттуда все купили. Алашка. Так, ну что, покажу вам наши покупочки и в конце покажу чек, как и обещала. Буду не по порядку, все, что вытаскивается, то вытаскивается. Муж взял семечки вот такие турецкие. Он их любит.
Ну, они вообще вкусные, именно вот этой марки Тадым. Кто хочет попробовать турецкие семечки, вот такие берите. Это самые вкусные, самые нормальные здесь. Но потом не оторваться, и они очень вредные. Так, вот такие взяли соусы, я вам, кажется, показывала. Они недорого стоили. И интересно просто попробовать. Здесь вот сзади написано все, какой состав, что за соусы. Я беру вот такие вот киндер-делимы, дочка любит у меня очень. А себе беру вот такие клубничные. Они очень вкусные, это новинка, ну относительная новинка, так не прям, чтобы сильно. Дальше мне к кофе вот такое молоко обязательно всегда беру. Это миндальное, очень вкусное именно у их марки. И самое недорогое это. Обычное молоко взяла вот такое вот тоже от марки Харас, как видите. Это их марка, собственная марка Филе. Безлактозный йогурт фирмы Сек. Сек это одна из моих самых любимых молочных фирм здесь в Турции. У них такие прикольные есть продукты, необычные, так скажем. Вот, например, такой йогурт безлактозный или вот протеиновый такой, ну, так как бы сырная масса, да, йогуртовая масса такая с протеином. Больше никто, по-моему, ни одна марка не делает. Именно вот такие вот маленькие кварки это называется. Такие взяли 2 штучки. Вот еще один. Так, этих киндеров здесь еще много. Дальше взяла рыбку. Я люблю вот эту рыбу брать. Это марка Коджаман. Я вам показывала тоже на нее цену. Но здесь в Турции рыба не только слабосоленая или соленая, она еще и копченая. Поэтому чисто вот такой вот чисто соленой рыбки вы, наверное, не найдете вот так в заморозке. Она вся будет такая чуть-чуть копченая, да, с таким вкусом. Но это ничем не портит ее, как бы она все равно очень вкусная на бутерброды. Апельсиновый сок взяли. Показывала вам, как муж его сам сделал, можно сказать. Потом пастырму тоже я вам показывала. Муж здесь выбрал, чтобы было меньше прожилок жира. Вам отсвечивать будет, ну, вот так вот видно. Пастырма это такое вяленое мясо со специями. Его используют, знаете, где, например, яичницу с ним можно жарить, да, ну так яйца они делают, как бы такой омлет с пастырмой. Потом бывает делают гюзлеме, это такая лепешка из тонкого теста, его тоже бывает кладут пастырму. В общем, ну, на завтрак в основном. Я взяла себе еще семена чиа. Можно, кстати, с этим йогуртом смешивать. А вообще я планирую с кефиром. Кефир тоже взяла, покажу. И делать себе такой как бы ужин. Вот он кефир. Как раз в этом же пакете. Вот такой взяла кефир. Очень вкусный. Вот этот вот ананас и персик. Прям мне он очень нравится. Кстати, опять же марка Сек. Такой уникальный у них продукт. И буду с семенами чиа смешивать. Так, первый пакет закончился. Приступаем ко второму. Во втором пакете у меня здесь мясо, курица, в общем, такое все. Потому что, как я уже сказала, нету в холодильнике абсолютно ничего. Так получилось, что я как-то и запасы из морозилки использовала часто в последнее время. Короче, вот пришло время закупиться. Я взяла в этот раз вот такую вот курицу на кости. Называется тавук перзула здесь в Турции. Так, здесь 830 грамм. Цену вам показывала за килограмм. Так что здесь не написано. Вот так взяла, потому что, наверное, сделаю или сейчас на ужин часть. Посмотрю, в общем, или заморожу. Дальше муж взял вот такие вот кусочки мяса на суп. Вот так вот они выглядят. Это говядина. Так, стоит... Нет, это не говядина, прошу прощения, это баранина. Значит, стоит такое удовольствие... За килограмм 1195 лир. Ну, то есть за килограмм 1200 лир. Да? Считайте, в долларах все цены я подписываю внизу. И он взял 5 таких штучек, вышло на 860 грамм, 1030 лир. Но это, конечно же, не на один раз. Это идет в заморозку. Такие супы в ресторанах очень дорогие. Там один суп может стоить 300 лир. Я вот делаю обычно из 2 таких. Такой наваристый супчик турецкий со специями. Он очень любит. Ну, вообще, это как бы зимний суп считается, но... В принципе, и сейчас можно кушать, он захотел. Дальше взяла манты турецкие, вот такие вот мелкие мантышки. И взяла еще наши пельмешки. Называются они здесь узбек манты. То есть узбекские пельмешки. Ну, они большие, как наши. Вот именно марки Харас. Мне нравятся они по вкусу и по наполнению. То есть у них начинки достаточно. Да, это бывает, знаете, там одно тесто и цена адекватная. Так, дальше вот такой взял кушбаши, это называется, ну, то есть мелко нарезанное мясо. Это уже говядина, да, 336 лир, вот здесь у нас 340 грамм.
990 лир за килограмм. Но это точно пойдет в заморозку, потому что сейчас я ничего не буду готовить такого с мясом. Дальше взяли лахмаджуны вот такие вот. Видите, все в основном марки Харас, потому что у них очень такая качественная продукция и уникальная, которой нет, ну, редко встретишь, так скажем, в других супермаркетах. Лахмаджун такой мы кидаем в заморозку, здесь сколько, 5 штук или 4 штуки. И очень удобно, когда лень готовить ужин или нет времени, все закинула это. Тут очень быстро готовится, 4-5 минут написано, что приготовление. Я же не помню, как готовить, надо почитать на упаковке. И очень такой, ну, достойный, то есть неплохой лахмаджунчик. Взяли еще картошку фри. Так, всегда у нас, в принципе, в морозилке. Потом взяли вот эту новиночку. Я не знаю, что это такое интересненькое. Видите, вот так оно выглядит. То есть здесь как бы начинка из мяса. Дана жамбон называется. Не знаю, попробую. Увидели в Инстаграм, и я, и муж. И интересно стало, как бы, что это за такая вкусняшка. Дальше взяли... Ой. Вот такой еще фундук лахмаджун. Это тот же лахмаджун, но в таком маленьком виде. Видите, какой он с моей ладошки. Они такие маленькие. Здесь у нас 10 штучек. 10 таких лахмаджунчиков. Взяла себе сыр. Тоже от Харас. Вот этот сыр мне нравится. Он такой, видите, как бы не такой, как обычный турецкий кошар. Он обычно светлее. А этот такой насыщенно-желтого такого цвета, да, потому что он жирный, написано там ялы, это значит жирный сыр, ну и он по вкусу, конечно, немножко все-таки отличается. Мне он понравился больше, чем обычные турецкие сыры. Взяла себе яблочный уксус. Хочу пить по утрам для похудения, чтобы меня не тянуло на сладкое. Надо почитать, как это правильно делать. Это мне посоветовала моя подруга турчанка. Так, муж взял, ему захотелось такую сарму из виноградных листьев, видите? Так она выглядит. Она, правда, с вишней, и я вот не знаю, понравится ему или нет, потому что вишни ли, ну, часто продают, вижу, но редко кто делает. Так, взяла вот такие вот такое тесто на печеньке, тоже я вам о нем рассказывала. Очень вкусное печенье, как из Старбакса, получается, из этого теста. Оно уже давно продается, несколько лет, и я всегда беру, делаю периодически. Мира очень любит у меня его. Масло взяли, обычное сливочное масло, и вот такую вот консервочку. Это консервированная, боже, вылетела из головы, капуста, но не думайте, что это похоже как-то на квашеную нашу капусту. Нет, это совсем другая консервация. Она больше такая на соленые огурчики похожа, просто как капуста сделанная. И еще прикол в том, что она острая, хотя нигде здесь крупными буквами не написано, что она острая, но в составе есть острый перец, да, прям написано джибибер, и она островатая. Ну, не прям сильно, ну, как бы да, вначале меня это напугало, но потом я ее полюбила. Второй пакет тоже готов, пойду за третьим. Так, ну и последний пакетик, и покажу вам чек. Купила я, захотелось мне дюнера. У меня есть лаваш, я просто взяла вот как раз недавно в Биме. И сделаю вот дюнер, это у меня говядина. Да. А нет, это смесь дана кузу, это смесь и телятина, и баранина, и говядина. Смесь хочу сделать вот дюнер. Дальше вот такой кофеек вам показывала, какая-то новиночка. Мне кажется, они просто, наверное, поменяли упаковку фильтр кофе, и поэтому так получилось. Вермишелька, спагетти. Тоже, в принципе, все это показывала. Какие еще макарошки. Филис — это хорошая турецкая фирма, она уже годами здесь продается. Сыр вот такой очень люблю на бургеры. Ну, в смысле, сыр бургерный называется. Я люблю его просто есть да куда угодно. Даже просто так бывает, открываю, там каждый сырочек индивидуально упакован. Так, взяла гречку. Наверное, года полтора мы уже не ели гречку. Одно время я ее постоянно готовила дочке, ну и сама тоже ела ее. Ну, потому что она полезная, дочке готовила. Но потом как-то дочка подросла и сказала: мама, я ее не люблю. Короче, я перестала готовить. И я решила, наверное, надо попробовать. Муж у меня гречку не ест. Вообще турки мало кто едят гречку. Они считают, что это корм для лошадей, да, типа того. Им даже запах не нравится, поэтому гречку здесь... Ну, как-то сейчас уже, конечно, везде практически продают в каждом супермаркете, но раньше, ну, лет, наверное, 10 назад, когда я там, даже больше 10, когда я только переехала, гречку вообще было днем с огнем не сыскать. Средство для мытья полов взяла вот такое. И тут у меня остался вот мой тунец. Это я для салатов беру консервированный тунец. В Турции вообще очень большой выбор консервированных тунцов различных марок. И
Я в последнее время делаю себе салатики. Так, чечевица красная, это у нас суп. И взяла вот такой попробовать чай. Меня подкупило, честно говоря, что здесь написано прямо 237 миллиграмм коллагена на каждую порцию. Ну, я думаю, что не помешает. Тут еще кроме коллагена еще и селениум есть. Зеленый чаек. Я, в принципе, чаи всегда пью каждый день, разные. Там у меня есть, в принципе, запас чаев. Но вот почему бы не попробовать и такой. Так, и весь наш чек показываю. Вот такой вот у нас он вышел, длинный. Я, если честно, была немного в шоке от суммы, потому что эта сумма, наверное, максимальная, которую мы платили за последнее время. Ну, думаю, это потому, что мы купили все-таки много мяса. Да? Где-то на 2000 лир только мясо вышло, даже больше. И чек наш, вся сумма вышла на 6420 лир. Вот она в конце, эта сумма. Надеюсь, что вам будет хорошо ее видно. В долларах это сколько я точно подпишу, ну, где-то по моим подсчетам, где-то 150 долларов. Но эта закупка у нас прямо вышла глобальная. Я думаю, что на неделю здесь есть что покушать, поэтому, в принципе, где-то вот такие вот суммы, да, на жизнь Турции. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, и главное, что оно было для вас полезным. Напишите, как вам такие цены в Турции, как вам такая общая стоимость на закупку на неделю, дорого это или дешево, как считаете вы, на семью из 3 человек. А я пошла готовить ужин и почитаю потом ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.